Всем привет, меня зовут Татьяна. Сегодня будет очередной обзор продукции компании Bugetta, а именно обзор вот таких вот замечательных фермуаров. Я покажу вам сегодня несколько способов их обвязки. А вообще изначально Bugetta это производитель пряжи. Вот у меня представлено здесь несколько видов их шнуров, но на самом деле это только малая часть. У них очень большой ассортимент, и у меня на канале уже есть два обзора, посвященных этим шнурам. Ссылочки на них есть в описании, можете посмотреть. И сразу скажу, что в описании также есть ссылка на продавца, на официального представителя компании Bugetta в России. Зовут ее Олеся. У нее можно приобрести эти шнурочки, фермуарчики и, в общем, всю продукцию, которая имеется у них в ассортименте. Также можно зайти к ним на сайт, там представлен также весь ассортимент. И теперь подробнее расскажу про эти фермуары. Это металлические фермуары, обтянутые искусственной кожей. Значит, вот этот, смотрите, закрывается вот таким образом. То есть это для сумки клатча, либо такой сумочки-саквояжа, который носится в руке, фермуарчик. Этот тоже для саквояжика. Открывается вот так и защелкивается. Этот, кстати, фермуарчик, это вот такой вот алюминиевый фермуар, который обычно при установке на сумку либо обтягивают какой-то тканью, либо обвязывают, ну, либо каким-то образом закрывают его, потому что в таком виде он, конечно, совершенно не презентабельный, как видите. А здесь уже готовое решение, то есть с этим фермуаром уже ничего делать не надо, кроме как обвязать его и спокойненько вязать свою сумочку. Итак, какие же варианты обвязки могут быть для этих фермуаров? Начну, наверное, с самого банального и самого простого. Возьму шнурочек толщиной 2 мм, это Bugetta PP Macrame глиттер, такой полипропиленовый шнурочек с глиттером, толщина его 2 миллиметра. И обвяжу им фермуарчик обычным столбиком без накида. Вот таким вот образом. Крючок у меня 3,5, но сюда пройдет и четверочка, вот в эти отверстия. Так, смотрите, у меня здесь расстояние между отверстиями чуть больше сантиметра. И в каждое отверстие я буду провязывать по 2 столбика без накида. Так, первую петельку провязываю воздушной, и теперь в это же отверстие провяжу еще один столбик. Так, теперь в следующие 2 столбика. Так, ну, в общем, вот таким вот образом получаются вот такие зубчики красивые. Смотрите, как получается. И вот здесь вот, когда дошли до конца, нужно связать пару воздушных петель, пару или тройку, чтобы перейти на следующую сторону. Вот я связала 3 воздушные петельки и... Ой, зачем я сделала накид? Так. Вот, перешла на другую сторону. И в следующем ряду, когда я уже начну вязать саму сумку, эти 3 петельки у меня также будут входить в общий узор. Все, то есть это будет такая боковушечка небольшая. Все, вот таким вот образом. И потом уже со следующего ряда можно вязать любым узором. Теперь второй способ обвязки. Покажу вот на этом фермуарчике.
Так, беру шнур толщиной 2,5 миллиметра. Это Богета Пипи Макраме Тайдай. Полипропиленовый шнурочек. Толщина 2,5-3 миллиметра. Так, смотрите, крючок здесь у меня уже 4. Обвяжу сначала фермуарчик соединительным столбиком. Вот таким вот образом. Смотрите, здесь тоже для того, чтобы перейти на другую сторону, связала 3 воздушные петельки. Вот что получилось. Так, ну, предположим, что я обвязала вокруг весь фермуар и подошла снова вот сюда. И отсюда уже начинаю вязать ну, узор, который мне нужно. Так. Например, обвяжу столбиком с накидом. Так. Так, смотрите, я захватываю одну полупетлю и провязываю. Здесь можете уже делать прибавки, если они нужны, провязывать в одну петлю 2 столбика. Вот. Ну вот, как-то так получается. Прибавки я тут делаю беспорядочно, то есть вы на меня не ориентируетесь, я так чисто интуитивно для образца. Еще смотрите, вот здесь небольшая поправочка. Я говорила, что здесь нужно набрать цепочку из нескольких петель, 3 петли будет мало. Смотрите, потому что если набираешь 3 петли, при закрытии фермуара они, видите, очень ну, стягивается вот это место. Вот, поэтому нужно набрать петелек 5, наверное, чтобы здесь было посвободнее. Вот, к примеру, добавим еще 2 петельки. И вот, смотрите, уже более-менее нормально закрывается. Все. И при закрытии, видите, вот эта вот железка, она скроется вязаным полотном. То есть ее будет не видно. Так, теперь покажу еще один способ. Например, если вы уже связали сумку и вам нужно ее пришить к фермуару. Вот, предположим, сумочка. Сейчас пришью ее прямо крючком. Так. Эту петельку не буду трогать. Все, вот беру, предположим, новую ниточку, просто не хочется обрезать. Так. И вот таким вот образом, захватывая одну полупетельку,
Провязываю соединительный столбик через отверстие. Потом следующая петля и следующее отверстие. Соединительный столбик. Дальше следующая петля, следующее отверстие, соединительный столбик. Так. Так, здесь смотрите, петля немножечко расположена правее, чем отверстие. Я ее пропущу и провяжу следующую петлю. Одну петлю пропустила, отверстие не пропускала. Теперь вижу, что петля соответствует, ну, точнее, на уровне отверстия. Провязываю ее. Здесь тоже провязываю. Здесь провяжу. Теперь вижу, что немножко смещена петелька. Пропускаю ее. Вот так вот. И так вот через каждые несколько петелек я одну пропускаю. Вот, но здесь все зависит, конечно же, от толщины шнура, из которого связана сумка. Может быть, у вас не будет такой ситуации. Может, у вас каждая петля будет соответствовать одному отверстию. То есть тут все индивидуально. И тогда не придется пропускать. Вот, посмотрите, какой получился аккуратный край. Да, это полотно у меня связано из шнура Бугета Пипи Макраме Софт. Толщина его 3 мм, состав 100% полиэстер. И давайте покажу еще один способ, как можно пришить уже готовую сумку иголкой. Изначально вам нужно посчитать количество петель на вашей сумке и количество отверстий на фермуаре и сравнить их. То есть если это количество не совпадает, то, например, если у вас на сумке петель больше, да, например, вот у меня здесь я уже вижу, что на 2 петли будет приходиться одно отверстие, то есть мне через каждую петлю нужно будет пропускать одну. Вот, и, ну, соответственно, вы тоже смотрите, через сколько петель вам нужно будет одну пропускать, да, чтобы сумочка пришивалась ровно. Вот. И вот таким вот образом накладываем сумочку на фермуар. И вот так, смотрите. Так, вот это у меня получается, петелька относится сюда. Одну пропускаю, ввожу иглу в следующую. Я буду захватывать одну полупетельку, вот эту. Ну, либо вот эту можно, тут без разницы. То есть можно и так попробовать. И как понравится, так и пришивать. Можно обе полупетли захватывать. Здесь уже как вам больше нравится. Так, нет, я, наверное, обе все-таки полупетли захвачу, потому что у меня ниточки тонкие, и я боюсь, что заодно будет не очень крепко. Так. Теперь ввожу иглу в следующую петельку и сюда. Так, теперь здесь одну пропускаю. Нет, у меня, наверное, даже получится 2 я пропускаю, потому что здесь-то я ввела в следующую, а должна была пропустить. Так, смотрите, вот 2 петли я буду пропускать, когда вывожу нить изнутри,
А здесь, когда наоборот завожу внутрь, я не пропускаю ничего, чтобы мне не делать вот по поверхности такой вот огромный шов, да, если я сейчас пропущу одну петлю, у меня будет шов вот такой вот большой, его будет видно. Вот. Так, здесь пропущу 2 и вывожу ниточку. Здесь ввожу в следующую петлю. Здесь 2 пропускаю. Вот, смотрите, что получается. И еще такой совет, если будете вязать именно вот таким способом сумку, то вам вот этот момент лучше продумать с самого начала. То есть нужно будет связать такое количество петель, которое вам удобно будет потом пришить. Этот образец у меня связан из шнура Бугетта Пипи Макраме. Толщина его 2 миллиметра. Это ну, тот же самый шнурочек, что и здесь, только без глиттера. Ну что ж, у меня на этом все. Надеюсь, что вам было полезно. Жду ваши лайки, комментарии и до встречи в новом видео. Всем пока-пока!